Всем привет! Сегодня мы с вами будем изучать район Прага-Голошовицы, часть вторая. До этого была одна сторона, ссылочка вот здесь наверху. Сейчас у нас будет вторая сторона, но этот ролик будет немножко интересным, потому что здесь будет больше исторической сводки, чем обычно. Надеюсь, вам понравится. Пишите свои мнения в комментариях и поехали смотреть. Поэтому изначально исторически это место было таким рабочим, что это была промзона. И в какой-то момент после 50-х здесь был очень страшный упадок, потому что все после войны было ушатано, разрушено. И в какой-то момент, уже в 90-х, дальше была приватизация. 20-25 лет назад, с 90-х и там, допустим, по 2000-е, здесь был отвратительный район. Здесь невозможно было машину ставить. Разруха, как политкорректно говорят чехи, романы, ну, а мы говорим цыгане, да, и прочее, что машину не оставишь, магазин здесь открывать не стоит и так далее. И только потом, в 2000-х, они начали раскачиваться и каким-то образом преобразовывать. Туда немножко свернем. Да, я там не была, мне кажется, вообще ни разу. Здесь было очень много различных промышленных зданий. И сейчас, если посмотреть на некоторые из вот этих зданий, которые сейчас современные бизнес-центры или какие-то кафешки, рестораны, то это бывшие фактории, бывшие галы, какие-то пироги. То есть видно именно вот это вот старое наследие. То есть это там 100 лет здания какие-то. И видно, что они спроектированы были не под бизнес-центра, а именно вот под такие рабочие халы. Вообще Голошовица, да, в принципе, считается довольно-таки хипстерский район, но помимо этого здесь есть абсолютно вся инфраструктура, все, что хочешь, то есть есть все, не знаю, супермаркеты. Для меня Голошовец, он был все время каким-то отдельным районом, потому что он как-то вот, ну, обособленно максимально находится. Потому что Жешков, там старый город, это все вот в том месте, а Голошовец они все время как будто вот на отдельном островочке. Все так, да. Ой, красиво. Вот, да, вот это как раз таки есть одна из рабочих галл. Мы сейчас немножко с другой стороны. А если брать именно сами Голошовицы, цена на жилье, на аренду одинаковая, либо где-то будет дороже, где-то будет дешевле? Довольно-таки, ну, опять же, то есть нужно распределять, либо если это новострой, потому что, как по мне, новострой он примерно везде одинаково дорогой. Ну да, да, новые. это факт. Что касается старых каких-то домов, то здесь, скажем так, чуть повыше. То есть это считается довольно-таки престижный район. То есть я предполагаю, что здесь, допустим, будет примерно одинаковые цены, как на Виноградах. Ага. Вот, поэтому, ну, мне очень круто повезло. Я очень-очень-очень выгодно снимаю свое жилье. Мне прям супер повезло. Не через знакомых? Через знакомых, да. Мне кажется, это единственный способ да. вообще найти что-то дешевое. Вот это как раз-таки здание, это, по-моему, у нас, если мне память не изменяет, это мукомольный завод, то есть тут была вот именно вот в этой башенке, тут была именно мельница. А сейчас здесь нет никакого завода, правильно? Нет. Там, кстати, чуть дальше находятся именно склады Альза, то есть ты там снимала, где сама Альза находится там, что там, да, все складируется. Здесь есть кафешка, они работают только по будним дням, и они работают до 4. Ага. И они делают исключительно морепродукты. То есть к ним можно прийти и очень дешево поесть. Я бы с радостью. Но его нужно воспринимать именно как бистро-бистро. Здесь можно именно прийти в обед. Единственное, что прямо именно в обед, там в час, в 12 точнее, народу будет много. То есть, но если прийти в час или в 2, то будет, конечно, получше. Ну, я так понимаю, здесь речь ни о каких-то ни бомжах, ни о чем таком не идет. Здесь очень чисто. Да нет, на самом деле... Вот именно в этой части. Маргинальной части, нет. Буквально там пару месяцев назад у нас было так, что да, там вышли с другом, на нас какие-то маргинальные личности попытались нарать, ну такое везде. То есть, в принципе, да и в центре тоже можно нарваться на бомжа, который просто будет идти и орать. Вот, но вопрос, когда человек это воспринимает все. Поэтому, ну, я говорю, очень сильно поменялась ситуация, что реально это стал прям вот такой
хипстерский, плюс еще с элитным жильем района. Очень крутой интерьер внутри, потому что там очень высокие своды, балки, очень все это красиво выглядит, дерево, большой проектор, народ туда приходит. А кухня какая? Европейская. То есть там очень у них простецкое меню. Ты очень правильно сказала, что это, да, уже второй раз повторяю, что это очень обособленный район, да. То есть здесь очень много всяких интересных стартапов, кафешек и прочего. Еще один момент, если посмотреть периодически вот так вот на вид, нужно заметить очень много труб. То Да. есть, опять же, Калишовица, Я на какую-то крышу вот поднималась, там было много труб. Да, то есть это и за счет, я бы сказал, перекресток двух транспортных артерий, ну, я имею в виду общественного транспорта, потому что там еще находится аргентинская, там, где машины в основном ездят. То есть я говорю о том, что здесь основные, точнее, единственные, то есть это перекресток, где ясно видно, что там север, там восток. Ситуация, что там открыли относительно недавно, по-моему, год назад, мост, который называется либо Лавка, его называют, либо еще его называют Волка. Я только где-то полгода назад узнал, что Волка означает Калишовица кормить, что она типа споюет Калишовица. Выставки здесь, кроме, я знаю, просто здесь Докс. Смотри, Докс, да, еще одно место есть. Если бы мы встретились в итоге на набережной Калишовицы, да. Рядом с этим местом есть, сейчас точно не помню, Калишовицкая шахта. Ну, короче, улица называется на шахте, да, шахта. То есть там проводят выставки, там проводят секонд-хенд, короче, вечеринки и так далее. Просто собираются, там пьют вино и покупают вещи. Ну, это как-то что-то типа то, что он располагается на... О, как Сосновка-то называется? Не Волтавская, она. Там обычно около... Выставишься, да. Вот там обычно проходят маркеты разные. Это что-то типа такого или... Да, что-то типа такого. Плюс еще ярмарки. Нам прямо? Да, прямо. А кафе много вот здесь именно, которое нравится? Я на самом деле прям таким коварным не очень хожу. Но вообще, да, буквально вот здесь вот за углом есть такое место, такое финси, да, на завтраки и прочее. Здесь очень забавное место, здесь собираются местные, называется Книгкупецты, то есть там вообще на самом деле там такая как библиотека, не библиотека, а как книжный магазин, но при этом, да, народ здесь собирается, выпивает пиво, все друг друга знают, можем здесь хоть зайти посмотреть. Недвижимости. Если опять же посмотреть назад, вот это вот, которую мы прошли, где-то кто-то что-то мне говорил, там связано со строительством, что там более 20 тысяч квартир сейчас на данный момент, ну или на какому-то. Свободных? Вообще нет, вообще, в принципе, да. А сейчас на вот эту часть есть огромнейшие проекты, все это всю вот эту вот часть весь этот застраивать, что здесь будет около 35 тысяч. Мне это прям Астрахань напоминает. Там такие же вот эти вот степи.
потому что единственный обходный центрум, который есть в Праге 7, это Остромовки. Стромовка. Да. И раньше, то есть, если я хотел зайти, войти в этот обходный центр, то есть, это опять же, Трамваем. либо, да, либо с юга, либо с севера. Этот проход построили недавно, и является он связующим в Праге 7 между Холошовицами и районом Бубны, если правильно его называю. Про этот район будет отдельное видео, вернее, больше про часть даже летну, я его внесу в ту сторону. Соответственно, Холошовицы мы с вами завершаем. Что я могу сказать? Район, который располагается около вокзала, мне не очень нравится, а тот район, в котором мы были с вами сегодня, мне нравится намного больше. Он симпатичный, красивый, особенно около водоема. Но около вокзала у нас с вами располагается прекрасный парк под названием Стромовка, поэтому здесь уже вам виднее, где вам нравится больше жить, около водоема или около парка. Цены можно на жилье найти как дешевые, так и дорогие, поэтому будьте внимательны, чтобы вы не попались на каких-то неадекватных соседей, но в целом район мне очень нравится, особенно в части водоема. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.